Ставь лайк и подписывайся на канал, а в комментариях тебя ждет розыгрыш премиум аккаунта. Здрасте всем, сегодня будет вторая часть, посвященная огородам. Я, как и обещал, разобрался с животинками и записываю для вас это видео. Начнем мы с того, что я буду отвечать на вопросы, которые мне послали под предыдущее видео, указали на мои ошибки. Сейчас будем все разбирать. Первый самый главный вопрос был, это то, что я поделил неправильно. Я 1300 разделил на 72 в предыдущем видео и получил 180 супов. А надо было, как мне пишут, разделить на 144 и получилось бы 90 салатов, точнее, а не супов, ошибся опять, салатов. Но у меня два острова. Поймите, у меня два острова, поэтому у меня получается 2600 ресурса с обоих островов, 1300 картошки и 1300 капусты. И даже если я 2600 разделю на 144, что будет верно, я все равно получаю 180 супов. Вот. Ну там плюс 15%, плюс фокусировка, это все понятно. В общем, все равно получилось верно. Неправильно только то, что я потом конечную цифру с двух островов увеличил на 2 и сказал, что будет 400 супов. Вот это неправильно уже. Опять супов у меня. Салатов. 400 салатов. Вот. Но так не будет. 400 салатов будет только если у вас будет 4 острова. 2 острова с картошкой, 2 острова с капустой. Вы это крафтите, 400 салатов плюс будет. Второй вопрос, самый важный. На одном персе не нужно покупать второй остров, так как он, во-первых, будет в другом городе, а во-вторых, будет сильно дороже. Апгрейд полностью с 1 до 6 уровня второго острова на одном и том же персонаже обойдется вам в 26 миллионов серебра. Поэтому вы делаете твинка, то есть создаете второго перса на этом же аккаунте, покупаете на него премиум на 7 дней, покупаете с него остров и выдаете полностью права на своего основного персонажа. После этого твинка никуда не убираете, не удаляете, он стоит, просто всю жизнь стоит. Вы с него остров проапгрейдили до 6 уровня и забыли про него навсегда. Но остров на основном персонаже у вас будет в полном распоряжении. Вот. Так, теперь начнем с животинок. Каких животинок выращивать? Здесь есть два путя на самом деле. Первое путя это то, что вы выращиваете любых абсолютно животинок, пускаете их на мясо или продолжаете делать с них ресурсы в дальнейшем. Например, яйца там с курей, молоко с овец, последующее там масло. И продаете уже готовый ресурс. И вторая путя, если вы крафтите еду, как и я, вам нужна животинка именно конкретно под вашу еду. Если вы, например, Т4 жаркое хотите крафтить, вам нужно покупать козлов. Если вы хотите Т6 жаркое, как я, нужно покупать овец. Если Т8 жаркое, ну, надо коров, понятно. Вот, также гусей, например, для омлетов нужно забивать. Но это вы посмотрите, каждый, кто там будет что крафтить, какая ему ветка нужнее и кого будет заводить. Теперь, у каждого животного есть приоритетный ресурс, который он потребляет. Например, для козлов 4 тира это репа. То бишь Т4 растения. Для курей Т3, ну цыплят, потом они куры, Т3 тира, они едят пшено, ну зерно, то есть. Тоже Т3 уровня растения. Овцы едят картошку, почему-то, непонятно почему, но вот картошку они едят. Что дает этот приоритетный тип ресурса? Если вы будете кормить приоритетным типом ресурса, например, вы овец будете кормить картофелем, они будут потреблять, вот за 22 часа оно вырастет. И потреблять он будет по 9 единиц продукта. То есть, одна овца сожрет 9 картошки. Если вы любым другим будете кормить, морковкой, капустой, репой, зерном, всем чем угодно, он будет потреблять в 2 раза больше. То есть 18, что делает его выращивание в 2 раза дороже. Оно нам надо? Не надо. Поэтому... Какое животное вы садите, у вас должен быть второй огород полностью забит приоритетным ресурсом, чтобы его прокормить. Просто чтобы его прокормить. Выращивать животных оказалось дорого. Теперь, что сделал я конкретно по цифрам? Я построил Т5 остров на твинке, третий мой остров. Получилось у меня 12 мест. 12 мест под вот это стойло, под пастбище. 12 мест вмещает в себя 108 баранов. 108 баранов.
Чтобы их прокормить, нужно 972 картошки. Это они в день столько жрут. А со второго моего острова, 16 мест, 144 семечки картошки я сажу и получаю примерно 1300. Соответственно, я их кормлю, и у меня остается примерно 330 картошки. Зафиксировали. 330 картошки осталось, я полностью баранов покормил. Это один остров. Вот этих овечек я, значит, посадил, покормил. И что мне в итоге это даст? Мне это даст 108 баранов, плюс приплод ягнят. Это написано на самих животных, сколько они дают приплода. Конкретно для вот этих ягнят это 86.66% то, что он приплодится. Вот. Где-то, примерно по моим наблюдениям, не хватает всегда от 10 до 15 штук. Придется их докупать. Кстати, о цене. Потратил я на этих 108 баранов. Я купил их на аукционе в Корлеоне. Не у чувака, который семечки продает с животными. Потратил я 9000 серебра на одного барана. Соответственно, 972 тысячи серебра я потратил для того, чтобы посадить баранов на остров. Если мы еще картошку будем покупать, например, у вас нет второго острова, и у вас нечем ее кормить, то 972 картошки по ценам Корлеона вам обойдутся в 583 тысячи серебра. Вот, это мы посчитали. Теперь к жаркому. Что нужно для того, чтобы создать 10 жаркого? Для того, чтобы делать 10 жаркого, нам надо 24 мяса, 12 хлеба, который делается из зерна, и 12 картошки. Соответственно, у меня получилось так. У меня два острова с овощами. На одном растет капуста, на другом картошка. Капуста мне не нужна. Соответственно, я сейчас это все делаю в зерно. Переделываю. Чтобы, естественно, делать муку на мельнице, а потом хлеб. Чтобы делать жаркое. Так, значит, 108 баранов, если мы разделываем, а нам каждый день будет приходить 108, если полная посадка острова, получится 2250 мяса. Это мы разделали 108 баранов. Это дохренища мяса. Значит, 2250 мяса мы делим на 24 и получаем 930. 93 получается. 93 крафта. Но один крафт это 10 жарких. Поняли, да? Получаем 93 условных единиц. 93 мы, значит, умножаем на другой тип ресурса. 93. На 93 крафта нам надо по 12 хлеба. Умножаем 93 на 12, получается 1116 хлеба. И столько же картошки, потому что картошки тоже требуется. Вот. Это все на 93 крафта. Соответственно, на 93 крафта нам надо, еще раз, внимание, 2250 мяса, полный Т5 остров, 1116 хлеба и 1116 картошки. Прибавляем к этому 15% бонусах пищи в Корлеоне и получаем 1070 супов. В чистую получаем 930 супов, но 15% прибавили, получилось 1070 супов. И теперь самое важное, я не считаю фокус сюда вообще. Фокус, прокачка это ваше дело, у вас там не знаю какая она будет, у меня пока никакой фокус тратится, да, но ощутимой прибыли я не увидел. Я создал 1100 супов с первого крафта, всего плюс 30, а фокус сожрал 20 тысяч. Просто потому что не прокачаны пока. Итого, что у нас получается по ценам? 1070 жарких мы берем по цене в Корлеоне, они стоят 1700 серебра. Мало, да, по расчетной стоимости 3600 в других городах. Если вы хотите везти в другие города, пожалуйста. Я не хочу. Я смотрю, сколько продается жарких в Корлеоне. В Корлеоне продается в среднем 6000 штук в день. 6000 штук. Соответственно, я могу свои жаркие туда продать без проблем. Вы не знаю, либо там, смотрите, делайте тоже жаркое, либо делайте другую еду, это вот все не важно. Итого, 1070 жарких умножаем на 1700, получаем 1 819 000 прибыли. Что это у нас окупает? Это у нас окупает по-любому посадку барашков, то есть первую партию, которая стоила самая дорогая, потому что с нуля закупать дешевле. Потом-то идет возврат их. 972 000. И это окупает даже нам то, что мы их покормили один раз картошки. Но мы-то выращиваем свое, соответственно, мы будем фиксировать прибыль. Конкретно сколько прибыли зафиксируется, я вам не скажу. Потому что посчитать это все тяжеловато. Потому что мне тут добыча, там возврат, вот это, короче, это нереально, в принципе, невозможно. Но прибыль точно есть, определенно. Насколько вы много будете обогащаться, скажем так,
Ну, не знаю, зависит все от вас. Но заниматься вот этим точно стоит. Особенно, если вы крафтите какой-то вот вид ресурса, и дальше вы хотите, например, с жаркого перейти там на омлеты, на пироги, там, на все что угодно перейти с жаркого, вам будет это делать проще, потому что будет прокачана уже мастерка. Мастерка выращивания, мастерка готовки. Это прям очень хорошо вам потом поможет. Вот, какие дальше у меня планы? Дальше я думаю, что надо будет переходить на Т8 потихонечку. Крафт пищи любой, ну там тоже буду считать, что прибыльнее. Но пока мне нравится то, что вот жаркое продается в таком большом количестве, это раз. Его везти никуда не надо, не хочу с Королёна вывозить. И в принципе 1 819 000 меня устраивает. В день. В день еще, напомню, на секундочку. На второй день у меня там 10-15 семечек не хватает, я их докупил, быстренько потратил 200 000, ну, короче, получается 1 600 000 там плюс-минус в прибыли остался. Вот, все, на этом, наверное, все. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы, участвуйте в розыгрыше премиума. Увидимся в Альбион онлайн.